Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Платье с шалевым воротником – многофункциональная деталь одежды. Его можно носить в качестве длинного пиджака, например, с лосинами, или как самостоятельную деталь одежды. Я сшила это платье из достаточно тяжелой ткани, так что при переезде его пришлось оставить. Но оно определенно необходимо в моем гардеробе, так что позже мы его с вами сошьем. А пока покажу, как его смоделировать. Начнем со спинки. Для моделирования этого платья со спинкой нужно выполнить всего пару действий. Во-первых, углубим этот вырез. Здесь я его скорректирую на 1 сантиметр. А здесь всего лишь на 7 миллиметров. Можно углубить слегка побольше, но здесь не углубляйте больше, чем на сантиметр. Следующее, что мы делаем, моделируем низ. Он будет закругленный. Это у меня линия бедра, это линия желаемого низа. И плюс сюда я добавлю 3 сантиметра. И очень плавно скруглим. С моделированием спинки закончили. Переходим к полочке. Также начнем с выреза горловины. Углубим его ровно настолько, насколько углубили вырез спинки. Далее перенесем нагрудную выточку в пройму. Слегка скорректируем линию плеча. Чтобы вам было лучше видно, уберем этот кусочек лишний. Далее определяем желаемую ширину запаха. Я хочу, чтобы мой запах перекрывал выточку, но был не слишком широкий. Для этого учитываем, на каком расстоянии от центра находится моя выточка. У меня это 7 сантиметров отрезок. И добавим еще сантиметра 4 для перекрытия выточки. То есть в застегнутом варианте мой запах будет заканчиваться где-то вот здесь. Учитывайте, что при ходьбе выточка все равно слегка может выглядывать. Но так как у меня талия с учетом выточки 17,7 сантиметров, не буду делать свой запах шире, потому что в таком случае он у меня уже будет уходить в боковую часть. То есть я свой запах сделаю длиной 11 сантиметров. Определяем, на каком уровне будет у нас находиться первая пуговица. У меня это четкая линия талии. Далее под прямым углом к плечевому шву начинаем строить наш воротник. Длина этой линии должна быть равна 1/2 выреза горловины спинки. У меня эта линия после моделирования равна 9 сантиметров. Ширину воротника сделаю 8 сантиметров. Это средний показатель, он может варьироваться. Так, запомнили, вот здесь прямой угол и вот здесь прямой угол. Теперь от первой пуговицы начинаем строить воротник.
Учитывайте размер пуговицы. Если он, например, сантиметра 2, то отступаем 1 сантиметр и начинаем строить воротник. Это нужно для того, чтобы пуговица не перекрывалась воротником. Эту линию можно сделать чуть поуже, чуть пошире. Но вот здесь эта линия должна уходить в прямой угол. Вот эту часть воротника нужно слегка приоткрыть. Для этого перенесу его на другую кальку. И теперь вот эту часть мы слегка приоткроем. Буквально чуть-чуть, миллиметра на 3, мы каждую эту линию подраскроем. Это нужно для лучшей посадки вот в этой части. После нашей корректировки вот эта линия может слегка уменьшиться. Обязательно перемеряйте ее, чтобы убедиться, что она равна 1/2 горловине спинки. Переходим к низу. Спинку мы удлиняли на 3 сантиметра, соответственно, здесь то же самое нужно сделать. И вот эту часть я хочу скруглить. Вот, начиная примерно отсюда. Вырезаем. С низом полочки слегка перестаралась, вот эту линию, желаемую линию низа продлевать не нужно. Вот эту часть нужно скруглить до линии низа. У нас есть полочка. У нас есть смоделированная спинка. Теперь приложим эти детали в местах соединения для получения идеальных плавных линий. Что касается низа, прикладываем и красиво плавно скорректируем линию низа спинки. Так, что касается рукава, его удобнее и быстрее моделировать сразу на ткани, но сейчас я покажу на бумаге. Мой рукав длиной 62 сантиметра, самая удобная для меня длина. Я хочу, чтобы рукав был с манжетой и чтобы манжета была 4 сантиметра. Вот эта линия – привычная линия низа рукава. Укорачиваю рукав на 4 сантиметра. Теперь вот эта линия.
моя новая линия низа рукава. Ширина рукава по низу равна у меня 21 сантиметр. Вырезаем. Так, делаем манжет. Наша ширина 21 сантиметр. Прорисовываем 21 сантиметр и плюс оставим 3 сантиметра на пуговицу. То есть наша длина равна 24. Ширина манжета 4 сантиметра. Отложим здесь и отложим наверх. То есть общая ширина 8 сантиметров. Здесь прочерчу линию для наглядности. Это наши дополнительные 3 сантиметра на пуговицу. То есть в готовом виде, если представить, что это ткань, наш манжет будет в сложенном варианте выглядеть таким образом. На этом с моделированием я закончила. В ближайшее время я планирую обустроить новое рабочее место для съемки. Если у вас есть советы или просьбы по тому, как я могу улучшить качество преподносимой информации, пишите в комментариях, учту ваши пожелания. На этом все, спасибо за просмотр. Еще больше полезных и интересных видео на моем канале. Подписывайтесь, ставьте лайк и будьте стильными.